Это канал творчества для всей семьи. Шкатулка из мусора, фактурный трафарет из картона своими руками, песок, морская губка, старая палетка теней. Все в этом выпуске. В этой коробке были финики, она из плотного картона. Иначе пришлось бы укрепить внешние стенки плотным картоном. Ссылка в описании. Крышку для шкатулки вырезала из очень плотного 2-миллиметрового картона. Для крышки также вырезала полоски из толстого гофрокартона. Крышка от этой коробки из тонкого картона тоже пойдет в дело. Эту деталь пока откладываю в сторону. Крафт-бумагу совсем не обязательно покупать. Оклеиваю все уголки и ребра заготовки. Покрываю тонким слоем строительной шпаклевки. Приклеиваю тесьму. Силуэт слоника нашла в интернете и скопировала прямо с экрана монитора. Из кусочка гофрокартона буду делать фактурный толстый трафарет. В принципе, такой трафарет одноразовый, но чтобы использовать его несколько раз, покрываю скотчем с двух сторон. Простой, несложный трафарет легко вырезать обычным ножом для моделирования. Использую строительную шпаклевку.
При необходимости протрите трафарет влажной салфеткой. Вырезала еще один трафарет, совсем элементарный, повторяющий форму на боковинках шкатулки. Слегка зашкуриваю наждачкой. В акриловую краску добавила песок. Он придаст текстурную поверхность, напоминающую камень. Этим раствором грунтую все внешние поверхности. Мне не понравился получившийся розовый оттенок. В белую акриловую краску добавила каплю колера охра. Иногда приходится делать двойную работу. Темно-коричневую краску с каплей черной развожу водой. Заливаю боковины шкатулки и сразу протираю сухой салфеткой, выделяя фактурные поверхности. То же самое делаю с крышкой. Здесь будет послойное окрашивание. В этой технике предыдущий слой должен быть виден. Можно добавить немного воды. Выделяю фактуру основным сливочным цветом. На крышке делаю оттиски морской губкой. Морская губка дает интересный рисунок, похожий на камень. Губку перед работой следует намочить водой и хорошо отжать. Губкой наношу несколько слоев, добавляя в основной тон коричневую краску. Перехожу от темного к более светлому тону. Немного наношу воска, темное золото и бронза. Очень уж мне понравилось использовать старые тени для век по назначению. Тень получается очень мягкой, расплывчатой. А боковины мне показалось недостаточно темными. Повторила заливку еще раз. Внутреннюю часть шкатулки вырезала из остатков от крышки коробки. И для патинирования подошли эти старые тени. Как еще можно использовать старую палетку? Ссылка в описании. Покрываю матовым акриловым лаком.
Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, если это видео вам понравилось. И, конечно, не забудьте подписаться. Увидимся.